Всем привет! Выбрался на очередную проверку капканов. Сейчас вот доехал до первого путика. Он у меня пеший, потому что не пропилено. Я тут года 3 не ставил капканы, вообще тут завалилось все. Вот, например, сразу уткнулся в валежину. Соболь он бегает, следы свежие есть. Только он местный сытый, не хочет никуда лезть, ловиться. Мороз сегодня, с утра сегодня подморозило. 31, здесь до 33 местами было. Сейчас ехал. Здесь вот, конкретно здесь было 26, где машину сейчас поставил. Ну, когда идешь, тепло и даже жарко, приходится останавливаться еще, немного отдышиваться. Да, и тем более уже после месячной отсидки дома сейчас в колею трудно входить, расхаживаться надо. Капкан, тут олени ходили или лоси, не подошел вообще. Лоси похоже, прям по моим следам, по лыжне. В лесу тишина, хорошо, благодать. Как Высоцкий пел: и в мире тишь и безветрие, чистота и симметрия. Тишина. Ходули какие у него, насколько проваливается. И даже нигде не чертит. Ну, в смысле, ходулями проваливается. До пуза ему еще далеко. Вот тут похезал. Соболек опять пробежал. Но это все тот же бегает. В нескольких местах уже встретился. Следы его. Это уже местный, он уже не лезет в капканы. Уже знает, где добыть пропитание и как. Так-то вроде взъема-то шибко и нету, но на этих лыжах нормально. Пока что иду. Ну, я как по старой лыжне. Лыжню-то уже почти не видно. Вот тут небольшая канавка осталась. Какой капкан уже прохожу, и все они как будто передо мной очищены от снега. Это вот до того ветром сдуло. Вот ветки рядом. Тоже с них поздувало снег. Это вот все ветром. Хотя месяц назад я здесь был. Лыжню вот даже не видно почти. Вон лоси ходили. Опять переходы. Кормятся здесь.
Лоси почему-то по лыжне шли. Пришлось вот рядом топтать. Потому что по их следам уже невозможно идти. Лыжи соскакивают. Корежит их всяко разно. То вовнутрь, то наружу. Вот что их заставляет по лыжне ходить? По лыжне же труднее идти. Она уплотненная. Ноги проваливаются туда. Ну, через лыжню. Проваливаются и все время в напряжении получается. Вот так вот, допустим, если сам пойдешь по лыжне, то по ней трудно идти. Если совсем она не замерзнет, и по ней можно будет как по асфальту идти, тогда другое дело. А так, когда проваливаешься, ноги всегда в напряжении. Ветер какой был, аж зеленые елки ломало. Вот. Живая елка и сломала. Ладно, пойду к машине. И надо ехать до избушки, до первой. Готовиться к ночлежке. Ночевать буду. Сейчас пока буксировщик соберу. Вытащу там все. Кирпичи в этот раз везу. Во вторую избушку. Ну, это в новую. В основную. Буду с кирпичей ложить дымоход. Короче, будет железная печка, а за ней дымоход кирпичный. И сверху уже железная опять труба пойдет. Но это для того, чтобы вечером все равно же кочегаришь. И вот, чтобы не зазря, вот это тепло будет нагревать кирпичную кладку. Все промерзло опять. Окошко замороженное. Буду располагаться. За месяц вот сколько снегу поднавалило. Дрова завалило. Здесь у меня сырые дрова на ночь. Полчурки. Думал, совсем воды нету. Прорубил. А там внизу есть что-то. Так, 30 градусов сегодня
Всю ночь продержалась. Дверь заиндевела вся. Мороз. Тяжеловато идет, но идет. Ну, и на полную катушку. Газ даешь, вроде он как с натягом идет. Лиса вот, короче, подходит к каждому капкану. И вот подошла к капкану. Если бы здесь что-то висело, содрала бы. Вот она прямо подходила вплотную под капкан. И так каждому капкану. Вот я штук 8 их проехал, если не больше. Под одним, по-моему, только не было следов. А так вот под каждый капкан вот так вот подходит и проверяет. А я что-то, у меня капканы на лесу-то вроде как есть в избушке старой, откуда сейчас приехал. Но я и не подумал с собой взять. Вот так вот приходится под каждым капканом утаптывать. Снега много намело. Чтобы когда что-то попадется, мыши не почикали. Попадется, допустим, будет возле снега, то мыши залезут, пообтеребят. Ладно, еду дальше. Чую, если даже что-то попадется, то лиса уже все это съела. Странно, в последнем капкане соболь попался, и лиса не сдернула. Вот здесь вот, видимо, сидела даже вон след. Полутоптано. Но тут зайцы еще бегали. И лиса, видимо, тоже. Вот здесь вот приманка раздолбанная вся. Она, видимо, старую, что ли, здесь выкопала. Или пыталась ли тут закопать, непонятно. Ну ладно. Сейчас буду разворачиваться. И в обратную дорогу уже до избушки. Одну белку еще лиса сорвала с капкана. Ну, белка-то, белка не соболь. Хрен с ней, белка. Просто что на приманку сейчас нету ничего. Ну, коняшка ничего так выручает. Вот я 200 килограмм кирпича сейчас отвез в горку. Ну так, конечно, тяжеловато, медленно идет, раза в 2 меньше, ну, скорость, чем обычно пустой, когда идешь. Но главное, что везет. А что у него лошадей-то? 13 лошадей у него. Главное, что обычно-то я пустой езжу. Мне главное, чтобы пустой он экономно ездил. А то, что груз, я редко вожу так. Можно помедленнее просто довести. Сейчас все равно быстро не разгонишься. Минус 30 градусов. Быстро, когда едешь, но получается, что холодно. Тут же обогрева нету, как на снегоходе. Тут впереди двигателя сидишь. Двигатель-то сзади. Всеми ветрами обдуваемый получается. Получаешься. Ничего. Так, потихонечку ездить нормально. Экономно и проходимо. Красота. Солнышко светит. Тишина. Сейчас заведу буксировщик. Тишина нарушится. Остановился перекурить. Так, место красивое. Сосничок. Остановился. Фотоловушку поставить. Ну, то есть она стоит
И там батарейки уже от мороза сели. Заменил батарейки. Поставил ее здесь. Олени всегда пасутся. Но тут что-то, по-моему, за месяц их так и не было. Как в декабре, в ноябре они тут паслись. Копытили ягель. Так их, по-моему, больше и не было. Здесь все поизрыто было. Там дальше, вот по косогору, тоже немного есть. Место одно. Туда уже не стал ставить. А здесь самое главное, сейчас надо будет бровки вот эти вот проехать. С кирпичами. Налетел. Ничего страшного, а вот с кирпичами. Как бы не поразбить бы их тут. Будут громыхать тут волокуши и побьются. Тут вот 50 кирпичей, около 4 килограмм каждый кирпич. Это примерно около 200 килограмм весу. Вот сейчас я хочу протестировать, как в целик потянет вот этот толкач, вот этот груз вместе со мной. Чтобы так ехать, мало одной большой гусеницы. Основное преимущество здесь вот эта волокуша, которая топчет впереди дорогу для этой большой гусеницы. Все, приехал к избушке. Следов нет ничьих, кроме мышиных. Капкан, что-то захлопнут. Снег, видать, упал сверху. Вот. И не надо ничего долбить трубу, когда сверху ее запечатать снегом. Просто один раз грибок повесил, и все, и больше забыл про эту трубу. Все проморозило напрочь. Сейчас вот часть кирпичей сюда стаскал. Ну там буквально один ящик, 9 штук там вместилось в ящик. Вот это сюда доложил. Здесь вот не знаю, заложу или нет. Здесь у меня дрова обычно стоят сухие. Они просыхают здесь. Потом у меня разжигать хорошо. Да, они все равно сюда все не влезут. Сюда вот сложу. Печку эту вывезу сейчас. Тут надо ее переделать. Смысл-то вообще какой?
То, что я кирпичи привез. Хочу сделать вот здесь вот за печкой кирпичный щиток, для того чтобы тепло там аккумулировалось и потом ночью отдавало. То есть все равно вечером печку кочегаришь, а здесь будет тепло скапливаться, и потом, чтобы ночью не вставать, опять не затоплять, ну не подбрасывать при теплой погоде. Ну, в мороз это все равно придется и подтапливать. А так вот осенью хорошо будет. Она будет тепло отдавать всю ночь. А чтобы это сделать, надо ту вот вторую печку, которая на улице. Я ее вот это вот обрежу, вот этот патрубок, варю сзади патрубок под трубу. Этот патрубок будет в кирпичный щиток входить. Ну, это уже как бы в интернете все это есть. Все это уже как бы обдумано. Осталось кирпичи завести. В избушке уже тепло. Сейчас пока пообедаю. Еще не обедал. Время 2 часа. Сейчас пообедаю, воду принесу с ручья. И поеду. Тут ближний путик еще проверю. Прямо от избушки тут. Ну, тут километр, наверное, всего. Проверю, чтобы потом меньше работы было. Время еще позволяет. Думал, перемерз, не перемерз ручей. Нет. Течет. Думал, может, кашей забьет. Вода поднимется. Что-то не забивает. Ладно, сейчас кашу отчерпаю. Придется кружкой черпать. Набрал ведро. Кружка чуть ли вниз головой, приходится туда нырять. Глубина уже порядочная. Ну, вернее, снегу больше. Высота снега большая. Ручей где-то там внизу. Красота. Солнышко светит, но не греет. А напротив гора вот такая. Еще и птички поют в мороз. Шестой капкан. На крыше вон сколько снега. Пробираюсь помаленьку. Но второй раз это уже не первый. Первый раз самый трудный. Все валежины приходится перепиливать, которые мешают. Сейчас уже снегу подсыпало поверх первого раза. И как по накатанному. Ну, по накатанному и едешь. Красота. Приехала, тут уже чайник закипел. Только-только. Сейчас как раз чай заварю. Тут еще поставил суп с глухарятиной.
Уже сейчас варить буду. Главное, подкинул-то вот 2 толстых полежка, когда уезжал. На них уже чайник вскипел. Все вовремя. И, кстати, коня надо напоить, чтобы завтра уже не заниматься этим с утра. Вонью вот этой бензиновой. Это я сейчас в бак 1,5 еще залил. Ну и с собой 2 1,5. Это у меня как НЗ. Чтобы не было, как 2 года назад я там снимал. Что это пешком 1,5 километра где-то шел в избушку, чтобы бензину с собой взять. Не доехал до избушки, обсох. Вот сегодня я где-то примерно доехал на баке. Грубо говоря, бак 6,5 литров. И за собой 200 килограмм кирпича привез. Но это 10 километров кирпич я вез. Где по дороге, где в Целик. А потом еще путик проверял, помимо того, отдельно, без этого, без груза. Ну, это там тоже почти в Целик, можно сказать, потому что все заметено уже. И там вот 3 километра в Целик и 3 обратно по своему следу. Вот. Ну, грубо говоря, 6 литров ушло у меня бензина на все это на сегодняшний день. Все, ужин готов. Лесная курятина, спагетти, картошка, лаврушка и перец. Ну и соль, конечно. Приятного аппетита. Так.